Привет! Сегодня у меня в плане матч Венгрия-Босния-Герцеговина на знаменитом стадионе Пушкаша. Это будет мой 5-й матч за эти 6 дней выезда на матчи Лиги наций. Начну завтрака в вегетарианском ресторане. Выглядит, конечно, скромненько, но работает с 2014 года и 4,5 рейтинг в Гугле. Мне нравится в вегетарианских ресторанах всегда добрая, позитивная атмосфера. Посмотрите на этих милашек. Аналог национального блюда — это вот венгерское обычно не тушеное мясо. В вегетарианском кафе это домашний сейтан. Мясо из пшеничного белка с такими вот домашними макарошками. Раньше был популярен такой сервис, как каучсерфинг. Это когда путешественники принимают у себя в гостях других путешественников. И я одно время пользовался, я человек 20, наверное, даже больше принял у себя в гостях. Правда, сам практически ни у кого еще не останавливался. Но сегодня я буду ночевать у Сабины и Дани. Я как-то их принял у себя в гостях в Милане. А сегодня у меня будет возможность посмотреть, как живут местные жители в Будапеште. Уже встретился с Сабиной, приехал к ним на район. Вот у них такой очень милый район с прогулочной улочкой. Добро пожаловать на форум Туца 6. Ну вот они, будапештские жилые кварталы. Квартиру снимать не буду, это, наверное, личное, но вот такой вот приятный вид с балкона. Мне нравится. Так это место в Будапеште выглядело после Второй мировой войны. А так оно выглядит сейчас. Самое знаменитое здание Будапешта, венгерский парламент. И вот он, вид набережной. Вот там Королевский дворец вдалеке. Собор. В общем, типичный европейский город. Типичные европейские влюбленные люди. Это не постановка, это случайно тут люди оказались. Да. В Будапешт не раз въезжали танки, поэтому, конечно же, его жителям хочется, чтобы если танки были, то вот только такие. Местное развлечение, бирбас. Едете, выпиваете, смотрите город. Вот для футбольных фанатов то, что надо. Столб, который показывает уровень воды в Дунае. Потому что Дунай периодически подтапливает Будапешт. Вода выходит из берегов. Ну и такие тут симпатичные мосты. Ну, когда-то повезли кого-то очень важного, наверное, на футбол. Еще не дают мне нормально снимать. А когда-то Будапешт был очень богатым городом. Ну, а сейчас обычный европейский город. Поэтому, так сказать, остатки былого величия. Центральный ЖД вокзал Будапешта. До стадиона полиция уже готова. Где-то тут рядом фанатский марш. Знаете, как я определяю фанатские марши? По запаху пиротехники. Фанатская колонна огромная, просто какая-то бесконечная, там уходит закат. Вот мы подошли к стадиону Ференца Пушкаша, главной футбольной арене страны, названной в честь главной футбольной легенды Венгрии. Основные, конечно, фанаты уже зашли, но остались небольшие группы, которые все еще перед стадионом разминаются. Ну, все, что приезжали с разных городов.
Я у своего гейта, огромные очереди на вход, при том, что ворот очень много. Это не как в Италии, когда они две пары ворот открыли и все толпятся. Нет, много где пропускают, но просто и людей очень много. Стадион 65 тысяч, и сегодня практически солд-аут. Ой, народ зря времени не теряет, жжет пиротехнику. Мне этот запах уже как родной. В Венгрии все строго, редкий случай, когда за пределами Италии у меня проверили паспорт на входе на стадион, ну и проверка, в общем, все как обычно. Я уже на территории Пушкаш-арены, но перед входом на стадион есть еще гейт, который надо пройти. А тут такая предматчевая зона, где можно купить атрибутику, поесть, вот веганский сэндвич тут стоит порядка 10 евро. А тут целый фан-парк, где можно развлекаться перед матчем со сценой, с PlayStation, в который можно поиграть перед матчем. В следующий раз обязательно приеду сюда пораньше, загружу составы, смоделирую матч. В общем, газоны, куча развлечений, настольный футбол. Нет, да, тут вот прям классно. Сделали арену, что надо. Это детский футбол для начинающих учиться. 2 ручки. Это стандартный настольный футбол с 4 ручками. А это настольный футбол для настоящих профессионалов. 8 ручек. Плюс популярный сейчас ножной мини-футбол. Популярный, не знаю, как он называется, но многие сейчас в него любят поиграть. Неудачная подача. Проиграл. Тут можно замерить, как высоко вы можете выпрыгнуть и сыграть головой. Умеете ли вы прыгать так же высоко, как Роналду? Тут футбольный дартс. Нормально. Там можно пробить в 9. Тут измеряют скорость вашего удара. Вот парень 41 км в час пробил в свои-то годы. Может, будущий исполнитель штрафных. Была 2-я попытка, ну, чуть хуже. Тут скульптурная группа. Наверное, хотят сказать, что эти парни били своими ружьями для того, чтобы эти парни могли бить по мячу. Коллекция мячей с финалов Лиги Чемпионов. Но она не совсем полная. Вот был финал в Мадриде, Мюнхене. Но, к сожалению, нет мяча на финале, на котором я был, в Стамбуле. VIP-вход, к сожалению, пока не мой вход. А это, наверное, музей Пушкаша. Вот, последний этап перед входом на стадион. Вот подтрибунка. Люди, как обычно, стоят за пивом и едой. Но захожу на Пушкаш-арену. Посмотрите на эту громадину. Ну, крутой стадион. Стадион построили в 2019 году. Это мой 89-й стадион. Вон там сверху гостевая Боснийцев. Ну и вот, в целом вид на стадион. А сегодня людей, как правило, будет не сильно много, потому что продавали пакеты на 3 матча. Все раскупили. Но потому что сюда приедут немцы и голландцы. Вот там вот будет ажиотаж. Но это фанаты сборной Венгрии. Цветовое оборудование показывают на экранах лучшие моменты. Начали. У боснийцев там Белое море.
шоу от боснийцев. Параллельно еще играет Украина, поэтому сегодня просмотр футбола происходит вот так. Тут Украина, тут Венгрия. 0-0 к перерыву, активные фанаты и у Венгрии, и у Боснии. Ну и достаточно активная игра. Кончили 0-0. Сборная Боснии благодарит своих фанатов, которые горячо поддерживали свою команду. Сборная Венгрии, конечно же, тоже благодарит своих фанатов, а фанаты благодарят свою сборную. Красиво поют. Причем сборная Венгрии не просто пошла только к фанатской трибуне, она обходит весь стадион, чтобы поблагодарить всех пришедших фанатов. Несмотря на то, что они проиграли 0-0, несмотря на то, что они сыграли 0-0, они не прячутся, не убегают под трибунку, а идут и со всеми контактируют. Цены на стадионный бар 1 евро на 400 форинтов. И тут тоже работает система со стаканами. Даете за них депозит, потом забираете. Стадион отличный, классная атмосфера, интересная игра. Но вот это один из главных вокзалов Будапешта. Смотрится достаточно величественно. Но это еще с имперских времен. Внутри тоже достаточно интересно. Что удобно, в центре стоит огромная пробка, а автобусы тут ездят по выделенной линии и можно быстро долететь. Такой набор: бургер с бенбитом, батат, лимонад, достаточно неплохой бургерной. Вышел 16 евро. По Будапешту ночные автобусы гоняют, поэтому, если что, можно доехать домой в любое время. Такой был последний, 6-й день моего выезда на этот этап Лиги наций. 5 матчей, 5 стран. Было классно. Завтра уже улетаю в Милан, но уже в эти выходные я планирую посетить 5 матчей за 3 дня серии А. Так что, если понравилось видео, досмотрели до сюда, ставьте лайк, подписывайтесь. И если есть что сказать, комментируйте. Спасибо за просмотр.